Всем привет, дорогие подписчики и новые зрители моего YouTube канала. Сегодня я вам расскажу про свою библиотеку книг. То есть вот о чем я рассказываю в YouTube, про финансовую грамотность, про инвестиции. У меня не было никаких учителей, и самые лучшие учителя у меня были это книги, которые я читал раньше. Все это я узнал из книг. Про все книги подробно, что в них описано, я не буду рассказывать. Потому что на это бы ушло очень много времени, поэтому я просто покажу вам мою библиотеку. И, возможно, расскажу вот только об одной или двух книг. Самая первая книга — это «Самый богатый человек в Вавилоне». Ее должен прочитать каждый человек. Это любимая книга Роберта Кийосаки, ее прочитал каждый миллионер. Мне сказано о том, как царь приехал в Вавилон, увидел, что в его городе очень много бедных людей, и он тогда спросил у них, кто самый богатый человек в Вавилоне, и все ему сказали то, что это Аркад, и он поставил задачу Аркаду, чтобы он был учителем всех этих людей, и он их обучал финансовой грамотности, как правильно откладывать, как правильно отдавать долги, чтобы люди не были в долгах и у них всегда были деньги. Эту книгу способен прочитать каждый человек. Вторая моя книга — это «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. В ней тоже сказано про финансовую грамотность и о том, как он строил бизнес, но дело в том, что те правила и законы, которые он построил бизнес в Америке, у нас в России это не действует. Но знания все равно можно применить в любом другом деле. Следующая книга — это Бодо Шефер «Мания» или «Азбука денег». Мне нравится этот автор тем, что он пишет очень хорошо, очень понятным языком, то есть запоминается легко. Это книга для широкого круга людей. В ней написано про то, как собака учила девочку финансовой грамотности. То есть собака говорила с человеком. На самом деле это фантастика, но то, что она ей говорила, эта собака, очень важные моменты, которые пригодятся нам также в жизни. Именно вот из этой книги я узнал про инвестиции, начал изучать акции и фонды. Вот вроде как книга такая, да, простая для детей, но вот именно с нее я вот это вот все подцепил. Следующая книга тоже Бодо Шефера «Законы победителей», 30 законов победителей. В ней написано, надо читать по одному закону в день, как он здесь пишет. В принципе, 20 минут чтения потратить в день на один закон, я думаю, каждый найдет это время. Вот эта книга, это книга Наполеона Хилл. «Думай богатей». Над этой книгой надо работать, не просто прочитать, а работать. Я ее прочитал несколько раз. Даже автор тут пишет, когда вы прочитали эту книгу один раз, вернитесь и перечитайте ее еще раз. И вот над этой книгой я работал действительно. То есть вот после каждой главы у меня тут даже заметки есть. Вот, смотрите. Писал я здесь карандашом. После каждой главы у меня тут заметки, то есть эта книга повлияла очень хорошо на мою жизнь. Если бы у меня вот спросили, какую вот книгу из твоей библиотеки, только одну ты советуешь прочитать, я бы советовал только вот эту книгу Наполеон Хилл «Думай богатей». Автор потратил 25 лет жизни, чтобы написать эту книгу. Он брал интервью у каждых там миллионеров, успешных людей, у предпринимателей, кто открыли свой бизнес, там у счастливых людей, у разных там. Лучше вам почитать ее и сами все узнаете. Над этой книгой я на самом деле очень хорошо работал, у меня даже тетрадка есть, тетрадь, которую я писал. Я по всем книгам на самом деле писал, не только по этой книге, и вот, допустим, сейчас вот все исписано у меня, все. Я этому всему учился вот из книг. Вот. Кстати, вот из этой книги, из Наполеона Хилла, написано, чтобы стать настойчивым, надо сделать 4 шага. Первое. Ясная цель, обоснованная огромным желанием воплотить ее в жизнь. Второе. Конкретный определенный план действий. Третье. Склад ума.
не подвластны негативному воздействию со стороны влияния родственников, друзей и знакомых. 4. Дружеский союз с несколькими людьми, которые будут поощрять вас в продвижении к заветной цели. Ну, на самом деле тут много всего исписано, у меня целая тетрадь не только по этой книге, как я уже говорил. Следующее это Брайан Трейси. 12 достижений максимум, да, 12 принципов. Тоже советую прочитать. Тоже прочитал ее 2 раза. Про бизнес, время, деньги. Джон Рокфеллер и Генри Форд. Генри Форд это автомобильный король, которого никто не верил, говорили, есть лошади, зачем автомобили, кто на них будет ездить. Все-таки через время все сейчас ездят уже на автомобилях. Вот, пожалуйста, если вас никто не верит, все возможно. Люди не знают, что им надо, пока им это не покажешь. Самая знаменитая цитата, правда, Стива Джобса, но я его очень хорошо запомнил. «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма. Но эта книга читается очень сложно, очень тяжело, написана сложным экономическим языком. Но с этой книгой, если вы ее сможете прочесть, лучше ее прочесть несколько раз. Потому что первый раз, когда я ее прочел, я ничего вообще не понял. Я ее читал еще раз и еще. Вот. С этой книгой вы будете чувствовать себя очень уверенно на фондовом рынке. Уоррен Баффет, самый знаменитый инвестор, однажды сказал, если бы я не прочел эту книгу, мое будущее было совсем по-другому. Кстати, он просто инвестор. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь, как бы он инвестировал, и знали бы мы его сейчас, неизвестно. Кстати, вот отзывы по этой книге я читал, там 99% людей не могут ее понять с первого раза, даже люди с высшим экономическим образованием, поэтому с нее лучше не начинайте читать, а начинайте вот с остальных книг по финансовой грамотности, которые я вам до этого показал. Правила инвестирования Уоррена Баффета. Кстати, в этой книге тоже, если вы будете читать, встретитесь с Бенджамином Грэмом. Но его стратегия инвестирования немного другая. Вот, мне ближе его стратегия инвестирования. Он тут правильно описывает про инвестиции, про акции, что такое акции, то, что это часть бизнеса. Если вы не готовы держать акции 10 лет или более, то вам лучше этим не заниматься, потому что это бесполезно. И спекуляции, инвестиции, он говорит то, что на спекуляциях я еще не знаю ни одного человека, который бы стал богатым, а вот инвесторы, которые инвестируют в долгую, очень много. 7 навыков высокоэффективных людей. Ну, понятно, по названию, да? Какими навыками должен обладать человек, чтобы был эффективным? Очень понравилась эта книга, прям до глубины души, наверное. Задела меня. Советую прочитать тоже. И Тони Робинсон «Разбуди в себе исполина». В этой книге все. То есть успех, психология, финансовая грамотность, финансы, зарабатывание денег, то есть про все, как бросить курить, ну то есть от А до Я. Книга тоже такая, ну, нелегко читается, и над ней тоже надо работать, как нам говорили еще в школе, то, что в книгах нельзя писать, это святынь, но эта книга не та, в ней можно и даже нужно писать, тут даже отведены некоторые, после каждой главы, заметки, где надо писать. Вот, пожалуйста, я писал заметки после каждой главы почти, вот. Что тут у нас написано? Цели, связанные с вкладом в общее дело. Карандашом я, правда, писал. Тоже прочитал ее несколько раз, вдумчиво, и работал над этой книгой. Все. Это не вся моя библиотека. Есть еще книги, но и вот я вот про самые-самые важные, наверное, рассказал, которых вам будет достаточно, чтобы знать финансовую грамотность, правила инвестирования, разумное инвестирование, как добиваться успеха, поставить цель и идти в этом направлении. Итак, ребята, что ж, мое видео подходит к концу. Всем до свидания, всем пока, всем успехов, достижения ваших целей, достижения финансовой грамотности. И ждем следующих выпусков. Всем до свидания, всем пока.